Для вязания нам потребуется трикотажная пряжа, можно из остатков, из небольших. У меня здесь 1/3 одного мотка, примерно здесь где-то 100 с небольшим граммов. Можно вязать также из джута, но не в одно сложение, а минимум в 2, потому что иначе изделие получится очень тонко, не очень практично. Я буду вязать из трикотажной пряжи крючком 5,5 мм. Возможно, вам понадобится для работы более тонкий крючок. Также, возможно, понадобятся маркеры. Если вы хорошо ориентируетесь в вязании крючком, то, скорее всего, они вам не понадобятся. Сантиметровая лента, ножницы. Также можно это изделие вязать из хлопкового шнура. Ссылку, где можно приобрести все необходимые материалы для вязания, я оставлю в описании к этому видео, на трикотажную пряжу, на джут. И обязательно воспользуйтесь моим промокодом. Он дает скидку 10% на ваш заказ. У меня трикотажная пряжа уже использовалась. Я ее использовала для вязания образцов каких-то различных тренировочных изделий. Но на качестве нашего вязания это абсолютно никак не повлияет. Для начала формируем кольцо амигуруми. Для этого свободный кончик я кладу на пальцы, оборачиваю рабочей нитью пальцы. За вот этот свободный кончик завожу крючок, захватываю рабочую нить и провязываю столбик без накида. 1. Всего в кольцо нам нужно провязать 5 столбиков без накида. 1 у нас уже есть, еще 4. 2, 3, 4 и 5. Стягиваем столбики в кольцо. Мы сейчас провязали первый ряд. Можно немножко помочь. Сильно плотно можно вот первый ряд пока не стягивать. Потом в конце вязания мы его хорошо вот эту серединку подтянем. Делаем незаметное завершение ряда. Для этого вытягиваем рабочую петлю немножко. Находим первую косичку крайнюю. Заводим крючок сзади наперед. Захватываем петлю, уводим ее на изнаночную сторону. Находим вот этот вот самый первый столбик. Он такой немножко неправильной формы в виде узелка. Заводим крючок вот под вот эту перемычку. Если вам неудобно толстым крючком это сделать, можно взять крючок меньшего номера. Для этого мы его и взяли как вспомогательный инструмент. Итак, завожу крючок, вставляю его в центр первого столбика. Вот с изнаночной стороны должно это выглядеть вот так. То есть мы его раскололи. Захватываем рабочую нить, вытягиваем, захватываем петлю, которую мы уводили на изнаночную сторону, и через 2 петли протягиваем столбик без накида. Сейчас мы вяжем узор столбики без накида в раскол. Готово. Сюда же, в этот же столбик, мы провязываем еще один столбик без накида. Готово. 2 столбика у нас в первый провязан. И сюда же мы вяжем еще один третий столбик. Во все остальные столбики вот этого первого ряда мы будем вязать по 2 столбика. Следующий мы вяжем столбик без накида. Раз, и сюда же второй. Первый ряд вязать немного сложно. Следующий столбик мы также провязываем 2. Вот так это выглядит с изнаночной стороны. То есть мы раскалываем столбик. Также 2
столбика сюда же. Следующие 2. Раскололи. Если вы чувствуете, что крючок ушел в сторону, то лучше столбик перевязать, чтобы не было отверстий ненужных. 2 столбика. И в последний 5-й столбик мы также провязываем 2 столбика. 1 и сюда же 2. Готово. Сейчас делаем соединение столбиков в ряд. Находим первую косичку 2-го ряда. Заводим крючок. Все точно так же, как мы делали в первом ряду. Вот эту большую петлю не оставляйте. Мы ее подтягиваем. Заводим крючок под вот эту перемычку, образовавшуюся в первый столбик. Возьмите другой крючок. Вот он, первый столбик под перемычкой. Он нормальный у нас, ровный, не как в первом ряду. Раскалываем столбик. Раскололи первый столбик. Захватываем рабочую нить, вытягиваем ее. Захватываем изнаночный столбик, который мы только что, изнаночную петлю, которую мы увели на изнаночную сторону, и провязываем первый столбик 3-го ряда. Перехожу на обычный крючок. Это все можно сделать обычным крючком, которым вы вяжете. Но если не очень удобно, можно взять крючок меньшего номера. Итак, первый столбик мы провязали. Сейчас у нас вершиной нашего вязания будет вот этот вот утроенный столбик. Все остальные у нас идут двойные. Первый, центральный вот этот из 3, мы будем провязывать в него всегда 3 столбика. Вот в эти боковые по 1. Итак, вот в этот центральный первым провязали 1 столбик, во второй мы вяжем 3. 1, сюда же 2, сюда же 3. И вот в этот 3-й столбик вершины нашей мы вяжем 1 столбик. Готово. Следующий у нас идет удвоенный столбик. В 1 в первый мы вяжем одиночный столбик. Во второй мы вяжем двойной. То есть вот эту часть круглую, так вот я ее отделю крючком, мы будем вязать по правилу идеального круга, вот эту часть. А вот эту часть, вершинку, мы будем вязать, как мы вяжем треугольники. Как вязать треугольник, у меня есть отдельное видео, как связать треугольную сумку. Оставлю в описании к видео, посмотрите, если интересно. Сюда же 2. Готово. Следующий также одиночный. Далее двойной. Следующий одиночный. Следующий двойной. И доходим до последних 2 столбиков и ориентируемся сейчас мы на вот эту сторону, чтобы у нас вязание получилось симметричным. Все-таки мы вяжем не круг, а форму капли, форму яйца, возможно. То если у нас идет здесь первый одиночный, второй двойной, значит мы здесь делаем зеркальный. Сначала идет двойной, потом одиночный, чтобы деталь наша была одинаковых размеров, не перекошено. Итак, сначала мы вяжем двойной, несмотря на то, что у нас здесь 2 удвоения рядом. И сейчас одиночный столбик, последний.
Все, довязали мы третий ряд, вытягиваем петлю, делаем также незаметное соединение. Маркерами мы можем отметить вот этот наш угол, который мы вывязываем, и полукруг. То есть вот здесь у нас вывязывается угол, чтобы не путаться. Потому что столбики, где мы вывязываем угол, мы будем вывязывать только одно утроение, все остальные столбики у нас будут вывязываться по одному. А там, где мы вяжем вот эту круглую часть, там мы вяжем по правилу идеального круга. Поэтому, чтобы нам не запутаться, мы отметим вот эту часть маркерами. Мы дошли до вершины нашего угла. Первый столбик мы вяжем один столбик, всегда один. В центральный столбик утроения, раз, два, три, вот он, второй, мы вяжем 3 столбика, всегда 3 столбика, 2, 3. В третий столбик утроения мы вяжем всегда 1 столбик. И в следующий столбик мы также вяжем одиночный столбик. Так как это столбики угла. Можно сейчас маркер перевешать. Вот этот маркер можно не отмечать. Здесь у нас всегда начало ряда, здесь у нас всегда начинается угол. То есть этот маркер можно сюда не вешать. Итак, у нас идет дальше одиночный столбик. Мы его удваиваем. Удвоение мы провязываем по одному в каждый. Далее идет одиночный, мы его удваиваем. Следующие 2 вяжем по одному. В одиночный 2. Тут, думаю, понятно уже. В удвоение, вот они, двойные столбики в каждой по одному. То есть мы делаем распределение прибавлений. Следующее удвоение мы вяжем также по одному. То есть мы сейчас переходим на вторую часть. И вот в этот последний одиночный столбик, симметрично нашему началу, мы вяжем двойной столбик. Все, делаем завершение ряда. Уже хорошо вырисовывается форма нашего изделия в виде капельки. Итак, следующий ряд. В одиночный столбик мы вяжем одиночный столбик. Мы сейчас вывязываем угол. Вот он у нас, угол. Столбики утроения в первый всегда одиночный, то есть один столбик. В центральный столбик утроения всегда 3 столбика. В третий столбик утроения всегда 1 столбик. В следующий столбик тоже мы вяжем одиночный. Здесь можно еще ориентироваться не по маркерам. Вот я сейчас маркер уберу. А по столбикам нашего угла.
Вот идет у нас утроение со второго ряда. Вот они. То есть получается как бы линия. Отсюда идут столбики и отсюда идут столбики. То есть чтобы не запутаться, вот эти углы мы вяжем по одному. То есть в этот столбик мы тоже также вяжем одиночный столбик. Как бы веточки выходят углом. Вот так вот. Поэтому здесь видно, поэтому можно маркеры не использовать. Но если вам сложно ориентироваться, то отмечайте начало и конец угла маркерами. И еще один ряд мы сейчас с вами вместе довяжем. Где у нас идет удвоение, мы сейчас вяжем по одному столбику. Раз, два. Следующие два одиночных. В любой мы вяжем удвоение, в любой. Очень часто спрашиваете, в какой конкретно столбик нужно провязать удвоение. То есть, когда мы вяжем уже без видео, кому нужна деталь большего номера, в любой столбик одиночный вы вяжете удвоение. Давайте в первый провяжем. Следующий у нас идет одиночный. Вот он, удвоенный столбик в каждый по одному. Я не разворачиваю нить, потому что так как она у меня уже очень часто была в работе, она немного перекрутилась. Я ее, конечно, восстановила, но восстановлена она была у меня уже несколько раз, поэтому разворачивать ее достаточно сложно вот этой лицевой стороной. Если у вас нить новая, то, конечно, кладите нить так, чтобы столбики, чтобы швы в столбиках были с изнаночной стороны. Итак, продолжаем. Мы провязали в удвоенный столбик по одному. Следующий мы удваиваем. Следующий одиночный вяжем 1. В двойной по одному. И забыла сказать, на моем канале есть видео, несколько способов, как восстановить трикотажную пряжу после вязания. Все эти способы рабочие, которые там представлены. Пользуйтесь любым. Итак, в первой одиночной мы делаем удвоение, прибавку. Следующий одиночный. Переходим на вязание вот этой части. То есть мы ориентируемся сейчас по столбикам с другой стороны противоположной. Сейчас мы вязали, вернее, в этой части мы вязали в первый столбик удвоения. Здесь можно удвоение это провязать во втором столбике. То есть в этот мы провяжем один столбик, во второй удвоение. Можно здесь, вот в этом случае, было провязать удвоение раньше. И вот в этот двойной столбик в каждый по одному столбику. Так, не расколола, крючок ушел. Раз, следующий двойной. Все, вот такая деталь у нас получается. Сейчас мы также делаем незаметное завершение ряда. Тут уже все понятно. И продолжаете вязать по этому же принципу. Я связала свою подставку под горячее. В диаметре она у меня получилась 18 сантиметров. Высота от угла до низа 19 сантиметров, ну чуть-чуть побольше. 19,5 примерно, около 20. Можно связать такую подставку и на ряд меньше, и на ряд больше, то есть смотря для каких нужд эти подставки вам нужны. Единственное, что я хочу вам порекомендовать, не использовать синтетические материалы для вязания подставки. Все-таки она используется под горячее, и чтобы сама подставка не расплавилась и не испортила, возможно, вам посуду, то лучше вязать все-таки из хлопковых каких-то натуральных тканей.
Вот у меня есть еще круглая, которую я использую. Как вы видите, она в хорошем состоянии. Хорошо стирается, отстирывается. Сейчас я свою подставку хорошо проглажу. И посмотрите, какая она ровненькая, красивая получается. Кончик от центра нужно хорошо затянуть и спрятать. Здесь можно сделать обвязку края. Я пока здесь ничего не сделала. У меня осталось еще немного трикотажной пряжи. Вот в этой подставке под горячую у меня нет обвязки края. Как вы видите, она не закручивается, хорошо держит форму. Единственное, что нам нужно пришить, это петельку для того, чтобы ее куда-то можно было подвешать, чтобы она не мешалась, ну, либо положить. Если вы планируете сделать обвязку края, то можно ее сделать до того, как вы деталь отпарите. Можно сделать позже. Все, у меня закончилось, получается, закончился ряд. Я вставляю крючок под первую косичку ряда и провязываю соединительными петлями по всей окружности подставки. Такими подставками я пользуюсь уже давно. Очень они мне нравятся. Обвязала полностью деталь. Вытягиваем примерно на 7 сантиметров кончик. Отрезаем. Все, и делаем незаметное завершение ряда. И сюда же возвращаем обратно кончик нити. Вот такой утолщенный край получается. Сейчас я отпарю деталь. Подставка под горячее в виде капли получилась. Я отпарила деталь. Выглядит очень хорошо, ровненько все. Это изнаночная сторона. Место соединения рядов, оно немного заметно. Также можно такие подставки вязать из совершенно маленьких кусочков, остатков пряжи, которые у вас есть. Возможно, осталось от каких-то других изделий. То есть вы вяжете из какой-то пряжи, нить заканчивается, вы сразу вводите нить другого цвета. То есть получится такая радужная подставка. Тоже смотрится очень интересно. Поэтому если у вас есть совершенно малюсенькие остатки трикотажной пряжи, не выбрасывайте. Можно связать такую оригинальную подставку под горячей. Если это видео вам понравилось, не забывайте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, если до сих пор не подписаны. И до встречи в новых видео. Пока-пока.